Ого! Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть, давно не виделись. Мы в Кведо, когда придумаем вот эти все классные маршруты, которые вы, конечно, любите, мечтаем, чтобы по этим следам, вот примерно по таким, пошли тысячи искателей приключений. Но сегодня мы немного рискуем, не только потому, что мой оператор пытается сейчас не упасть, но и потому, что мы не едем в какой-то большой город, в очень популярное место. Нижний Новгород, Петербург мы вам уже показали. Сегодня мы хотим доказать, что приехать в Петербург и сразу же уехать из него в пригороды – это отличная идея для отпуска, конечно, если вы ищете необычных и нестандартных впечатлений. Если вы с нами, то пойдем. В подземелье, без драконов, к рыцарям Мальтийского ордена, в трехмерное прошлое Кронштадта и еще в пару необычных мест. Идем, от веток уворачиваемся, глаза нам нужны оба, желательно. И вот мы оказываемся под Питером. Во всех смыслах. Мы в Ленобласти, в пригороде. Мы сильно ниже Петербурга по карте. И сейчас мы в прямом смысле, как сказал бы мой друг Литтерали, окажемся под землей, под Петербургом. Тихо, я еще стендап не сказал. Интересный факт. Насчет пещер, конечно, я немножко погорячился, потому что Ориджские пещеры — это скорее заброшенные выработки. Они были активны 100-150 лет назад. Здесь тогда добывали активно кварцевый песок, чтобы получать стекло, потому что в Петербурге очень активно шло строительство. Почти весь Петроградский район был построен в то время, поэтому стекла красивого требовалось много. Так что под Питером можно найти много вот таких вот заброшенных подземных штреков. Сейчас они, конечно, достаточно отдаленно напоминают свой первоначальный вид, потому что происходили разные обрушения, затопления, образовывались новые проходы и залы, так что практически это, живой организм. И с ним нужно быть уважительным. Прикольно. Достаточно таинственно. Я уверен, что здесь какие-нибудь подростки любят отдыхать и прятаться, искать свое внутреннее объединение. Но самое важное здесь не потеряться, потому что связи нет, навигации нет. И вам нужно каким-то образом запоминать свой маршрут, чтобы выбраться обратно, потому что в противном случае помочь вам будет очень сложно. Поэтому всегда берите с собой красную ниточку и по ней обратно возвращайтесь. Здесь, кстати, прикольно. Можно посмотреть разные виды песка. Вот белый, желтый, красный, разные слои, разные надписи, не всегда приличные. Тоже, конечно, можно здесь посмотреть. Достаточно интересно. То есть вы ползете, какой-то рельеф, тут поползли по горе. Главное не упасть. Ребят, самый важный совет – обязательно берите с собой свет, фонарик и побольше аккумуляторов, потому что связь здесь не ловит, холодно, поэтому если вы останетесь без освещения, вам будет очень грустно. Здесь очень разные пространства. Где-то вы идете по супер узкому коридору, и вам приходится нагибаться, чтобы пройти. Где-то вот вас встречает такой огромный зал. Непонятно, что здесь произойдет. И вообще говорят, что в пещерах нужно разговаривать очень тихо, потому что ваш потрясающий мощный голос может что-нибудь здесь порушить, и вас потом будут искать, и про это снимут фильм на Netflix. Вы думали, я не выживу? Вообще, без шуток, посещение пещер занятие довольно опасное, потому что они сделаны из песка, он иногда может обрушаться, но зимой это делать лучше всего, потому что промерзают не только петербуржцы, но и стены пещеры, и они становятся крепче. Поэтому ставьте лайк за такое глубокое погружение в контент, а мне осталось спуститься отсюда и поехать дальше! Пещеры круть, мне понравилось, но одевайтесь, пожалуйста, соответствующе, потому что испачкаться там очень легко. Конечно, в мобильном приложении Кведо они тоже есть, со всеми красивыми фотографиями. Я нашел уже следующее место, предлагаю проехать со мной, но, друг, тебе сзади, садись, давай.
Дворцовая площадь, знаменитая, легендарная, монументальная. Но где Эрмитаж, спросите вы? Вопрос хороший, потому что это пригородный Эрмитаж. Мы же в пригороде, здравствуйте, мы в Гатчине. А это Большой Гатчинский дворец. Вообще Гатчина не так популярна у туристов, как Пушкин и Павловск, наверное, потому что она находится чуть-чуть подальше. Хотя здесь, будьте уверены, есть что посмотреть. Это классическая пара гигантский парк и гигантский дворец. В парке сейчас холодно и не так красиво, как летом и осенью, а во дворце красиво и тепло, поэтому мы пойдем туда. Вот стоит только выехать за границы Петербурга, сразу солнце слепит и вообще ничего не видно. И, кстати, здесь мне нравится даже больше эта Дворцовая площадь, потому что, как минимум, здесь нету вымогателей, аниматоров в костюмах Петра Первого, Екатерины. Я не знаю, с чем это связано, может быть, не сезон или просто Павел Первый не такой популярный, но, тем не менее, отдыхается и гуляется здесь точно спокойно. Вот мы попали внутрь Гатчинского дворца. Рядом со мной Василий. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. И Василий сейчас нам емко, но очень точно расскажет самый интересный момент. У меня самый такой простой вопрос. Чем дворец в Гатчине может быть интереснее дворцов Петербурга? Ну, я думаю, что он не просто интереснее, он самобытный, необычный сам по себе, как и многие другие дворцы Петербурга и его пригородов. Просто у него своя собственная необычная история, связанная с загадочным русским императором Павлом I, который делает Гатчинский дворец своей постоянной резиденцией. И дворец, конечно же, отобразил и его мировоззрение, его политику, ну и многие другие аспекты правления этого необычного, загадочного русского императора. Еще блиц-вопрос. Вот приезжает человек в Петербург, все посмотрел в городе, как он считает, и говорит, надо съездить в какой-то пригород. И у него выбор. Это Пушкин, Павловск, да, там Ломоносов. Почему нужно голосовать за Гатчину? Ну и за Гатчинский дворец. Гатчинский дворец необычен. Дворец Петергоф, Пушкин строились, ну, можно сказать, по единому плану, то есть там обилие позолоты, там много великолепных произведений искусства, которые достойны внимания. Гатчинский дворец обладает своей собственной аурой, загадочной, он не похож на другие дворцы, прежде всего. То есть он не такой плановый? Да. Своими парадными вестибюлями, своими комнатами, экспонатами своими, ну и, конечно же, подземельями. Вы думаете, почему такой таинственный, мрачный, страшный свет? Потому что мы попали в подземелье. А куда конкретно мы попали? Мы попали в подвальные помещения Гатчинского дворца, общая площадь которых около 6000 квадратных метров. Подвальные помещения можно сравнить со своеобразным лабиринтом, поскольку здесь находились комнаты для хранения продуктов, вин, меховую одежду хранили в летний период времени, тоже в подвальных помещениях. Толщина стен здесь около 2 метров, поэтому в подвалах... Поэтому соседей не слышно. Соседей не слышно, да. Поэтому здесь были и карцеры для провинившихся слуг. Один из них совсем неподалеку отсюда находится. Но, как говорили, Павел Петрович был милостивым государем, поэтому карцеры чаще всего пустовали. А сама галерея, в которой мы сейчас находимся, имела и такой условно-парадный характер, поскольку при владельцах дворца сюда проходили и гости, и неизменным популярностью, неизменной пользовался подземный ход, который был романтическим элементом, созданным еще Антонио Ринальди. Я вижу туннель, он метров, наверное, 100 по моим ощущениям, тут можно бегать, но это достаточно сложно и дорого строить, судя по тому, как долго в Питере строится метро. Зачем нужно было такое графу? Антонио Ринальди решает привнести сюда такой романтический элемент, который напоминал об эвакуационных выходах из замков на случай, если замок в средневековой Европе захватывали враги. Ну, Гатчина во времена графа Григория Орлова, конечно, не подвергалась подобным оккупациям и так далее. Поэтому подземный ход лишь напоминал о рыцарском замке, о том, что можно было романтически провести время, ведь подземный ход ведет на Гатчинские озера и заканчивается на берегу Серебряного озера, заканчивается при этом рукотворным гротом, который называется грот Нимфеха.
То есть это Соответственно, просто экспресс-туннель на свидание, чтобы никто не видел? ну, может быть, можно и так Если сказать, очень в принципе, коротко. да. На самом деле это было своеобразное развлечение, ведь грот нимфы-эхо получил не случайно именно такое название. Антонио Ринальди был не только архитектором, но еще и инженером, и, в общем-то, и ученым, который был осведущ во многих науках, в том числе и физике. Поэтому, вот если вы посмотрите, подземный ход имеет довольно четкую конфигурацию, которая сужается к концу. И все это, различные факторы, создают здесь определенный акустический эффект эха, который может отвечать на определенные вопросы, которые мы задаем с определенной точки. То есть можно было пообщаться с таким духом этого места, гением своеобразным. Я слышал, здесь живет первый на Руси голосовой помощник. Можно что-то спросить, и он тебе ответит. Как это работает? Главное, надо задать правильный вопрос, чтобы услышать правильный ответ, а не просто нечто несуразное. Например, здесь очень часто задают вопрос о том, кто же здесь правил, но тут нужно четко произнести этот вопрос и резко его оборвать в конце. Можете попробовать. Кто здесь правил? Кто здесь правил? Кто здесь правил? Павел. Павел. Отвечает нимфа-эхо мужским голосом. Так, а что еще здесь можно сказать? Можно еще спросить об истории российского государства, например, кто разбил французов, тоже так же резко оборвав вопрос. Кто разбил французов? Не так. Кто разбил французов? Кутузов. Кутузов, Ничего себе. да. Кто разбил французов? Вау, прямо 1 секунда где-то задержка. Да. Все это было рассчитано Антонио Ринальди, поэтому подземный ход – это настоящий акустический прибор, можно сказать. И легкоатлетическая дорожка. Да, совершенно верно. Да. Дочери Павла I, Александр III очень любили здесь бегать. Произошел здесь даже такой курьезный случай, когда уже после революции дворец становится музеем, а дочь Макарова, директора музея, с той стороны, со стороны грота нимфы-эхо, решила проверить легенду об эхо и задала вопрос, кто здесь правил? А отсюда она услышала ответ «умер». И в ужасе, как она писала, они бежали оттуда, подумав, что разбудили гатчинского призрака. На самом деле над ними кто-то подшутил с этой стороны. То ли магия, то ли мистика, то ли физика. Так, в середине XIX века, то есть со времени правления Николая I, мраморная лестница, по которой мы сейчас с вами поднимаемся, стала главным входом в Гатчинский дворец. Создана она была так же, как и сам этот интерьер, по проекту Романа Ивановича Кузьмина. Ведет она на 3-й этаж в парадные приемные императоров. То есть в XIX веке приемы осуществлялись уже не в тронном зале, а в парадных кабинетах или приемных. То есть это обычная такая петербургская парадная, вот среднестатистическая. Да? Не совсем, потому что здесь, во-первых, мы видим белый каррарский мрамор. Отсюда она и получила свое название. А здесь вот оранжевый. А здесь искусственный мрамор, довольно интересный материал, который итальянцам был известен еще в 15 веке. Это была когда-то засекреченная технология, но Роман Иванович Кузьмин ее вновь переоткрывает, и вот здесь как раз применяет эту технологию в изобилии. То есть это имитация сиенского мрамора, бreccia, серпентина, например, каких-то редких пород камня, которые редко встречаются. И камин здесь, прямо на входе. Да, камин для создания уюта, типичная парадная петербургская. Чтобы, да, если вы не были в Петербурге, то у нас вообще в каждой парадной камин стоит, мраморная В старых лестница. домах есть камины, да. Да, особенно если вы с закрытыми глазами идете, это Да, определенно. камин подлинный, да, сохранился. Здесь высота ступени около 20 сантиметров. Это было удобно при подъеме дам, при неспешном подъеме придворных То есть различных. из-за пышных платьев. Да, скорее всего. Пышных и длинных, самое главное, которые необходимо было придерживать. И 5 человек еще сзади его несут. Да. Но это было в 18 веке. В 19 веке все было уже немножко иначе. Но, тем не менее, ступени действительно, многие наши гости отмечают, что они более удобны для подъема, чем вот то, что мы Но при этом сейчас идти нужно дольше. Идти нужно дольше, да, но неспешно, потому что перед встречей с императором нужно было подготовиться, собраться с мыслями. Морально. Выдышать весь страх. Да. И вот... Или наоборот, набраться его. И вот так вот пойти.
Дворец огромный. Вы сказали мне за кадром, что здесь аж 500 комнат, но какое место самое такое яркое с точки зрения внимания и притяжения гостей? На самом деле здесь несколько подобных мест, но вот белый зал, в котором мы сейчас с вами находимся, он, конечно, исполнен многоразличной символикой. Это самый большой, просторный, светлый зал. Конечно, он привлекает внимание и своими произведениями искусства, которые его украшают. Да. А для чего нужен был этот зал? То есть он очень красивый, но у него же было какое-то назначение. Да, несомненно. Это, можно сказать, что это самый большой зал центрального корпуса Гатчинского дворца, поэтому, конечно же, здесь проходили разного рода светские мероприятия, балы, прежде всего. Балета здесь не было. Концерты проходили. Балет был в театре, у нас был свой театр отдельно. А здесь концерты, парадные обеды, и, например, здесь проходила свадебная церемония даже. В 1799 году, в октябре месяце, Павел I здесь, в Гатчине, выдал замуж 2 своих дочерей, Александру и Елену. При этом женихи их были католического вероисповедания, поэтому обряд венчания произошел сразу же по 2 конфессиям. Сначала по православному обряду в нашей церкви Гатчинского дворца, а затем здесь, в Белом зале, по католическому обряду. При этом, как вспоминают современники, стены были завешаны сукном с изображением Мальтийского креста. Здесь был алтарь, священник католический, и сам Павел I подвел дочерей к алтарю. То есть у них был свой собственный ЗАГС? Что-то типа того, да. Что-то типа того. Смотрите, многие гости, кто приезжает, например, моего возраста, приезжают в Петербург, кроме модных современных мест, конечно, хотят посетить вот такую классику, но при этом это всегда кажется очень скучным и непонятно, как это делать. Вот какой ваш совет, как молодым людям приехать в такие исторические места, но при этом как бы правильно их пропитать, правильно их понять, чтобы не прийти и посмотреть, сказать, мрамор, и уйти, вот, чтобы понять, что произошло? Нужно, наверное, начать с самых интересных мест, которые привлекают больше всего внимания, и от них уже отталкиваясь идти по залам, которые, может быть, в какой-то степени менее интересны, но, тем не менее, они тоже несут на себе историческую нагрузку. Мой самый главный совет – это читать об этих местах, конечно же, все-таки, потому что… Или брать экскурсоводов. Можно экскурсоводов брать, но на самом деле по Гатчинскому дворцу можно ходить и самостоятельно, при этом постоянно открывая для себя какие-то новые аспекты того или иного зала. Они еще не до конца исследованы. Вообще по дворцам Петербурга можно ходить полжизни, я думаю, примерно, и то не факт, что ее хватит, потому что мест красивых очень много. У меня, конечно, вопрос. Все такие места, они чувствуются очень такими далекими обычному человеку, и проходят ли здесь какие-то мероприятия? То есть можно ли в теории устроить где-то здесь бал или какой-то прием, или арендовать? Вдруг захотят. В теории это возможно. Иногда подобные вещи бывают, но, конечно же, это должно быть очень значительное событие, которое… Очень большой чемодан денег. Очень большой. Может быть и так, да. А на самом деле проходят здесь и конференции, и концерты, и дни рождения празднуют, и свадьбы здесь празднуют. Есть даже отдельная программа «Свадьба в Гатчинском дворце». В общем… Платите денежки, и будет… Платите денежки, и вообще на машине времени отправитесь в прошлое. Слушайте, это вот здорово, это уже интересно, потому что… Да, есть квесты, конечно, да. Квесты есть? Да. И в чем главный квест? Разгадать тайну Гатчинского дворца. То есть это можно сделать и самостоятельно, и с помощью экскурсовода, и с помощью определенных указателей, путеводителей и так далее. То есть присутствует интерактивность, чтобы, собственно, и молодому поколению, детям, подросткам было в том числе интересно. Да. Это здорово, потому что на самом деле вот в этом и трудность часто приехать в огромный дворец, и очень за счет того, что очень острое внимание, потому что каждую секунду нужно смотреть на что-то классное, интересное и значимое, и пытаться понять, что же это значит, внимание через полчаса вот лично у меня вообще выгорает полностью. Согласен. И в этом плане старайтесь дозировать. То есть вот моя рекомендация по опыту — что-то прочитать про какое-то событие, прийти на часик посмотреть вот эту тему и уйти, и потом еще раз, и тогда вы это запомните. Потому что вот эти люди, которые за 20 часов весь Эрмитаж... Потому что вот эти люди за 2 часа обойти весь Эрмитаж, это, конечно, очень интересно. Так, величественной красоты насмотрелись. Давайте-ка отправимся к чему-то более скромному, но не менее древнему.
Буквально 4 минуты в пути от Гатчинского дворца на нашей красотке, и вы добираетесь до берега Черного озера, которое, кстати, сейчас белое, потому что во льду. И на берегу стоит, внимание, замок рыцарей Мальтийского ордена здесь, в Гатчине. Пойдемте посмотрим, что там внутри. На фоне других разных дворцов, усадеб России, ну, Петербурга и окрестностей, вот Приоратский дворец, он выглядит достаточно скромно, аскетично и в каком-то другом стиле, да? То есть это, можно сказать, простыми словами, был загородный дом Павла I. Ну, можно, да, так сказать, но на самом деле, конечно, это был и символ в какой-то степени, потому что Львов пытался выразить здесь главную идею, что Павел I стал великим магистром Мальтийского ордена. Это символ того, что орден сейчас находится на территории Российской империи, ну и Россия принимает на себя вот как бы все эти обязательства самого ордена. Но почему он выглядит не так роскошно? Потому что орден, вот это все серьезность, богатство. То есть здесь нету стиля симметрии. Внутри как-то я не вижу золота, каких-то масштабах, мрамора. Все как-то просто. Во-первых, то, что здесь нет симметрии, действительно, дворец асимметричен. Его уравновешивает вот эта вот башня, все вот эти вот различные объемы. Это дань моде конца XVIII века. То есть это своеобразный уже переход к стилю романтизма. Такой, который не признавал никакой симметрии, а вот показывал отношение человека к природе, к окружающему миру и так далее. А то, что здесь нет роскоши, позолоты и так далее, это говорит о том, что орден первоначально зарождался как монашеская организация, и рыцари, они, по идее, позиционировали себя как бедный монашеский орден, все средства которого идут на поддержание слабых, немощных, больных и так далее людей, то есть на благотворительность. Поэтому это монастырь, по сути дела. Что такое орден в двух словах? Потому что мы это слышали в кино, в разных играх, там, Тевтонский орден. Но как-то вот для меня орден — это вот медалька. Но что это на самом деле такое? Ну, медаль, вот этот знак, это символ того, принадлежности того или иного человека к ордену, то есть к организации определенной, чаще всего религиозной организации. То есть первоначально появляются монашеские ордена, а затем уже, ну, в связи с военной, там, скажем, обстановкой, крестовыми походами, появляются уже военно-монашеские ордена, основной целью которых была защита паломников, защита святынь христианских, там, защита, ну, королевств христианских от турок там, и так далее. От таких. То есть орден — это некая организация, в которой были финансы, какие-то капиталы и военная сила, что можно сравнить с какой-то, ну, я не знаю, частной военной компанией такой, то есть, которая могла служить для каких-то внутренних целей. Военное государство, я бы даже сказал, потому что все рыцарские ордена, которые зародились во время крестовых походов, тамплиеры, Тевтонский орден и госпитальеры или Мальтийский орден, они пытались создать свои собственные государства. У тамплиеров это не удалось, потому что они, ну, там были определенные исторические события. А вот госпитальеры и Тевтонский орден, как мы знаем, они создали государственность свою. Это были теократические государства, то есть командовал ими, ну, по сути дела, настоятель, аббат или великий магистр, как его стали потом называть. Формально он подчинялся Папе Римскому, на самом деле он реализовал свои собственные задачи. Тевтонский орден — это проповедь и несение христианства языческим народам Прибалтики, а Мальтийский орден — это защита христианских королевств Европы от турок, прежде всего. Прагматичный вопрос: зачем Павел I вообще связался с орденом? Зачем ему это нужно было? Какая цель? Как говорится, все идет из детства. Это увлечение Павла Петровича, романтическое увлечение рыцарством. Он читал книгу, вот у нас в экспозиции есть книга аббата Рене Верто «История Мальтийского ордена», и книгу эту он читал вот, ну, просто взахлеб, как можно сказать, вдохновлялся историей, подвигами, героизмом рыцарей. И ему тоже хотелось у себя в России создать такую же рыцарскую корпорацию, преданную лично государю, то есть сюзерену. Но понятно, что у нас все это провалилось. То есть это все вроде так серьезно, так пафосно. Мы тут орден, мы тут рыцари. Но на самом деле, вот извините, но у меня есть вот эта серия из Ералаша, где они собираются. Почему вы крутые? Потому что мы банда! И вот ребята тоже собираются, такие: мы вот вообще тут такие... собираемся. Но на самом деле практического смысла-то в этом немного было. Да, конечно, Павел I, он мыслил такими романтическими категориями. Ему казалось, что действительно он создаст корпорацию, которая будет предана Павлу I, императору, и будет осуществлять все политические затеи императора. Но
русский народ, вот эти дворяне, они видели в этом источник дохода, потому что, получая командорство, они получали доход около, по-моему, 6 тысяч в год. Там, это солидные деньги. Ну, если по-простому, Павел I инвестировал в контрольный пакет акций Мальтийского ордена, за что был назначен главой совета директоров. Да, можно и так. Если переводить на современный язык. О, друзья, чувствуете, весной пахнет, весна пришла, значит, надо гулять по городу, и лучше всего это делать по пешеходной улице. Такая есть в Гатчине, это улица Соборная. Но так же, как и гулять, я еще очень люблю покушать. Для этого я выбрал историческое здание, это дом номер 7 по улице Соборная. И, кстати, здесь в 1906 году начала издаваться первая гатчинская газета «Гатчинский листок». Но читать я сейчас не хочу, я хочу есть. Кафе «Часы», погнали! Илона сидит очень ровно, прямо. Если вы думали, что это балерина, нет. Мы попали в замечательное кафе, и Илона — это администратор. Сейчас, Илона, я задам очень сложные и каверзные вопросы, почему в этом заведении все так странно, но очень интересно выглядит. Я тут был недавно в музее Леонардо да Винчи, на секундочку, и вот у вас я вижу очень много экспонатов разных, и прям оригинальных как будто бы, хотя вы просто кафе. Почему так технологично? Так получилось. В далеком начале еще, когда делалось изначально, создавалось это кафе, то есть данному кафе уже более 12 лет. Вот. И когда его изначально проектировали, то есть хотели здесь все переделать, но потом в какой-то момент решили оставить стены, которые были изначально здесь при постройке. То есть, насколько мне известно, дом построен ранее 1900-х годов. Да-да-да. То есть он уже очень-очень давно стоит. Оставили, вот, получается, стены не заделанными. Хотели здесь сделать очень большую коллекцию часов всевозможных, разнообразных, с всевозможными технологическими штучками, которых вы наблюдаете. Да вообще, периодически. тут на самом деле, Мы даже сами не знаем, что это. Очень здорово, потому что если у вас все связано со временем, если вдруг заказ несут очень долго, то, я думаю, тут есть чем развлечься, потому что тут есть вещи, которые, мне кажется, надо моему прадеду было показывать, он точно знает, что это такое. Да, здесь очень много всего. Многие люди, живущие в Гатчине, приносили сюда свои часы, то есть бабушкины, дедушкины, прабабушкины. Все, что вы видите здесь, это все подарки жителей Гатчины. Но они показывают все очень странное время. Это тот случай, когда часы показывают правильное время 2 раза в сутки. Да, именно. И ни одни часы здесь у нас не заведены, ни одни не идут, потому что мы считаем и придерживаемся той концепции, что в кафе хотя бы нужно приходить и не смотреть на время, а немножечко отдыхать, отрекаться от всего, что там есть за. От камеры, например, там, от освещения какого-то, да, то есть, чтобы это все оставалось. У вас еще интернет, наверное, вообще не работает, не грузится. Wi-Fi нет здесь для гостей, то есть только рабочий Wi-Fi, потому что сейчас эра гаджетов, все слишком очень много времени посвящают им. И очень грустно наблюдать, когда ты приходишь куда-то в кафе посидеть, чай попить, и видишь, как пара сидит, оба в гаджетах. Видишь, как повар сидит в ТикТоке. Да, и абсолютно никто не ведет диалога, то есть все погрязли вот в этом интернете. В этих своих интернетах. В этих интернетах ваших. Вы нас и смотрите. Никто не вот, там общается живо. Что хорошего-то есть в интернетах? Это вот, собственно, проект Кведа. Одно приложение, да, скачать, один канал подписаться, смотреть. В общем-то и все, ребят, больше ничего делать и не нужно. Очень удобно. А что у вас по еде, что можно поесть? Потому что мы тут рассказываем про пригороды, и понятно, что мы тут не ищем какую-то очень сложную кухню, но вот что может у вас отведать человек, который приехал к вам в гости, и у него здесь такая вот остановка путника? Ну, на самом деле, у нас в кафе любой человек найдет для себя что-то определенное. То есть у нас нет какой-то определенной кухни, у нас идет русская, европейская и японская кухня, как основополагающая.
Но также добавляются какие-то, может быть, из Индии блюда периодически. Все, что в Евразии, видимо, есть. Вот так, Япония, ага, так, Лиссабон, и вот все, что между ними. Соединили. Все у нас есть. Где-то встречаются суши, сгущенка И блинчики на завтрак. И блинчики на завтрак, отлично. Так, давайте экспресс-дегустация вот этого всего рассусоливания не будет. Том-ям попробуем просто нормальный или ненормальный. Я, конечно, в Таиланде не был, очень хочу. Надеюсь, мы туда тоже поедем. Дегустируем. Вкусно. И главное, знаете что? Я попросил не острый, потому что я сумасшедший, который не может есть острые продукты вообще. И мне сказали, окей, тебе сделаем не острый, а потом после этого добавили. А вот этим двум людям 2 нормальных том-яма, поэтому у меня он получился ненормальный. Все как положено, рис прилагается, поэтому японская кухня и вообще азиатская здесь точно не страдает. Так, друзья, нам принесли роллы, не суши. Не суши, роллы. Все правильно? Все правильно. Дубль 20. Я выучил, что это роллы, а не суши. Почему суши в Гатчине? Да почему? Да потому что здесь всегда влажно, здесь всегда идет дождь, и жители всегда такие, хочется, суши как-то, чтобы суши все это было, чтобы как-то, и роллы какие-то были у нас хорошие. Вот у них, в общем, я плохой маркетолог, историю я не знаю, но суши мы сейчас отведаем. Пункт первый. Это не суши, это роллы. Вкусная, хорошая Филадельфия, честно говоря. Просто место, в котором можно прийти аутентично, красиво, интересно, что-то сфотографировать и просто стабильно, вкусно покушать. Вот моя рецензия. Скажите, что вы лично любите в пригородах Петербурга? Я понимаю, что Гатчина — это любимый, скорее всего, пригород, но какие еще места вы можете посоветовать посетить? В зависимости от того, что вы ищете. Если вы хотите отдохнуть, погрузиться там в лес с собой, с своими мыслями, я люблю Лугу, потому что там сосновый бор, очень свежий воздух. Мне там прям очень нравится. Там покупаться есть, где отдохнуть. Если погулять, посмотреть на какие-то достопримечательности, то, наверное, Кронштадт. Плюс там выход на Финский залив большой, то есть, там есть на что посмотреть. А если вкусно покушать, то это центр Петербурга. Парни, это не кафе, это казино какое-то. Там куча часов, и ни одни не показывают время. Тайминг-то у нас улетает. Вот часы, которые единственные показывают время. Нам надо дальше. Погнали. Сейчас мы едем по дамбе. Это значит, что мы направляемся в город Кронштадт на острове Котлин. Дамба — это чудо-сооружение, которое строилось 30 лет, а планировалось вообще еще 150 лет назад. И сейчас ее наконец-то построили. Она защищает Петербург от всевозможных наводнений. Но об этом мы еще поговорим. Насчет транспорта. В пещеры вы можете доехать в основном только на машине, по-другому будет неудобно. Или на велосипеде, я так однажды сделал. В Гатчину удобнее добираться на электричке, на ласточке. Это очень комфортно, быстро и недорого. Никакие пробки вам будут не страшны. А в Кронштадт все-таки только на машине. Ходят, кстати, еще автобусы, но здесь есть аэродром. Поэтому, если у вас есть свой небольшой частный самолет, пожалуйста, прилетайте и приземляйтесь здесь. Остров расположен на легендарном пути из Варяг в Греки. В 1723 году здесь заложили крепость Кронштадт, так что многие петербуржцы и до сих пор думают, что этот остров так и называется. Котлин окружают старинные форты. Попасть в них очень сложно, а находиться там опасно. Говорят, что даже можно найти ампулу с чумой. Так рисковать мы, конечно, не будем, но кое-что о фортах мы, конечно же, покажем. Кстати, формально Котлин — это часть Питера, это Кронштадтский район города. Но он так далеко, что даже для петербуржца поехать сюда — это настоящее путешествие, на которое решаются немногие. Сейчас город надежно защищен. Правда, Медного всадника больше никто не напишет. Но есть другая культурная мощь. Иванушки Интернешнл прямо здесь записывали свой клип «Тучи». Не
знаю, соразмерный ли это вклад в культуру, но что имеем, то имеем. На безрыбье, как говорится... Кстати, о безрыбье. Там вы видите огромное количество рыбаков. Они здесь среди фортов, красивых берегов, тущих, кстати, даже ледохода, рыбачат и ловят корюшку. Корюшка — это, не радужная форель. Непонятно, зачем так сильно рисковать своей жизнью. И любимое развлечение вот этих вот ребят — это оторваться на льдине, уплыть куда-нибудь вглубь Финского залива, поставить на уши весь МЧС города, пока их найдут, спасут и отправят обратно. И потом все по новой схеме. Вообще ничему не учатся. Ребята, не делайте так. Следующая точка нашего маршрута – это пример удачного благоустройства. Здесь можно комфортно погулять и взрослым, и детям, изучить немного истории острова и флота, а самое главное, все это выглядит весьма симпатично и современно. А где мой Петрозаводск? Где? Почему нет? Где мой Петрозаводск? Алло. Кронштадт, алло. Потрясающая штука, это подставка для одиночки. Можно сделать селфи без помощи рук, поставив таймер. Крутая поза, через 2 секунды. Лежаки — это, конечно, круто, но знаете, какой прикольный факт? Что за все 3 месяца зимы в Петербурге солнце светило 52 часа. Очень хочется верить, что летом эта цифра будет побольше. Последние 2 года жаловаться не приходится, но в целом очень страшно. Так, качаем оператора. Где вы еще такое увидите? Сидите на берегу моря, качаетесь на качелях, и перед вами проплывает огромный ледокол. Это правда было сейчас, я не вру. Парк мне понравился. И понравился он мне, знаете, чем? Тем, что он сделан со стилем, со вкусом. Здесь видно, что участвовали архитекторы. Здесь классные, приятные материалы и вообще дизайн всех и детских, в том числе, объектов. Нету вот этих страшных зелено-красных пластиковых каких-то каруселей. Все из дерева, все из металла. И это очень здорово. Также здесь есть много информации, то есть можно, гуляя, изучать какую-то историю русского морского флота. Но, конечно, летом здесь веселее. И здесь есть веревочные парки, скейт-парки, какие-то детские лагеря. Там можно играть в волейбол на пляже, загорать на гамаках. И вот это все. Но зима есть зима, поэтому радуемся тому, что есть. Ха-ха! Обожаю послушивать экскурсии. Как раз рассказывают про форты вокруг острова Котлин. Мы сейчас поплавать не сможем, потому что лед, полетать не сможем, потому что бедные, но увидеть все форты в миниатюре — это пожалуйста. Пойдемте в один прикольный музей. Здание голландской кухни за моей спиной было построено в 1803 году. Тогда здесь готовили пищу для моряков торговых судов, потому что на борту тогда готовить было нельзя. Сейчас здесь готовят пищу другую, интеллектуальную, потому что здесь находится музей-макет фортов Кронштадта. В прошлое мы когда-нибудь обязательно отправимся, ведь функционал Кведа растет с каждым днем. Ну а пока за мной. Любоваться всеми фортами Кронштадта сразу в одном помещении гораздо лучше здесь, потому что здесь тепло, видно все гораздо лучше, чем в реальности, потому что часть фортов уже разрушены, к ним можно подплыть только на лодках или зимой на воздушных подушках, а здесь нам сейчас все расскажут, все покажут и подсветят. И очень важно, что в таком виде все эти форты можно увидеть только в 2 местах. Здесь, в музее, и в далеком прошлом. С чего начиналась история фортов Кронштадта? Рассаживайтесь удобнее, мы начинаем. Музей-макет фортов Кронштадта. Вообще макеты сейчас очень популярны. В одном таком мы были совсем недавно. Вот ссылочка. Но у этого есть особый смысл. В большинстве музеев-макетов изображены места, которые, в общем-то, несложно посмотреть самому.
На аудиовизуальной экскурсии уникальные форты Кронштадтской крепости оживают и рассказывают нам свою 300-летнюю историю. Здесь рассказывают и с датами, и с цифрами, ну как положено. А макеты фортов воссозданы с детальной точностью, да они еще и с лазерной анимацией. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу, неважно, существующему или тому, что был давно стерт с лица земли, точнее воды. Если бы не снег и ветер, можно было бы подумать, что мы сейчас в Стамбуле, в популярном месте, возле знаменитой Айя Софии. Но нет, мы все еще на острове Котлин, а за моей спиной морской Никольский собор. Он просто гигантских размеров. И интересный факт, если смотреть с набережной Петербурга в сторону залива, в сторону Кронштадта, то в хорошую погоду этот собор видно, он даже немножко торчит из воды, что доказывает, что земля круглая. Юрий Лоза, ну пора уже принять это. Кстати, формально Котлин — это часть Петербурга, это Кронштадтский район Петербурга. И кроме тех интересных мест, которые мы вам показали, здесь еще куча всего. Например, летом здесь есть очень классные точки встречи закатов, потому что вокруг у вас море практически без границ и виды абсолютно потрясающие. Ехать сюда из центра города примерно около часа, но даже несмотря на такой небольшой путь, многие не решаются сюда приехать. Очень зря, ребята, советую. Посмотрите, какое небольшое, но классное путешествие мы с вами проделали. Да, пригородов Питера, конечно, много, и мы еще успеем их посетить. Обязательно вернемся и покажем вам больше. Я уверен, летом здесь можно собрать еще больше впечатлений. И знаете, что я подумал? Сам Петербург достаточно такой цельный и сбитый город, во всяком случае, его центральная часть. Вы можете часами прогуливаться по его центру, смотреть на плавно меняющийся ландшафт, на эти прекрасные набережные и пребывать либо в меланхоличном, либо в трагичном настроении. Все такое цельное. Но пригороды Петербурга — это вообще другая история. Мне мой коктейль зашел полностью. Друзья, я знаю, что вы тоже хотите его попробовать, поэтому фирменный рецепт от Кведа я вам отправляю, и до встречи! Оридежские пещеры, Дворцовая площадь в Гатчине, Большой Гатчинский дворец, Приоратский дворец, кафе «Часы», дамба, Морской Никольский собор, парк «Остров фортов» и музей-макет фортов Кронштадта.